Друзья, в этом видео я расскажу вам, как пройти Earthbound меньше, чем за 30 минут, а также какими для всего этого методами пользовался наш на сегодня обсуждаемый VR Holder, который использовал самую рисковую стратегию для достижения своего долгожданного мирового рекорда в условиях дикого и беспощадного рандома. Не закрывайте видео и досмотрите до конца, дальше будет только интереснее, так как еще к концу ролика для вас будет сюрприз в виде мюзикла по данной игре. Всем доброго времени суток, меня зовут Рэш, а это видео разбора спидрана о том, как пройти Earthbound за 30 минут. А теперь короткое предисловие. В далеком 1983 году в стране восходящего солнца, прекрасной горы Фудзияма, красивых гейш, вкусного рамена и пятерки отважных ребят, компания Nintendo, спасшая на то время игровую индустрию, благодаря своей уникальной 8-битной консоли Family Computer, коротко Famicom, известной в США и Европе как NES. В отличие от устаревших низкокачественных игр от американской компании Atari, Nintendo установила свою некую диктатуру определенных правил и стандартов, которым должны соответствовать проекты разработчиков, чтобы получить лицензию на выпуск на их платформе, ну и чтобы, конечно, фильтровать годные на негодные. Это касалось графики, звука, геймплея, безопасности и совместимости, и других аспектов, чтобы отсутствовали матюки, убийства и голые намеки. Однако разработчики, включая саму Nintendo, выжимали из консоли как тряпку все возможное, что только можно сделать. Тем самым 27 июля в 1989 году на свет вышла игра Mother, коим является Earthbound Beginnings, под руководством геймдизайнера Сигисато Итой. В США релиз не состоялся, хотя и планировалось к локализации, поскольку перевод был практически завершен и готов к изданию. Причина отмены была размер самой игры, так как требовал много памяти, что повышало цену продукта. Плюс на горизонте для американских потребителей уже должна явиться новая консоль Super Nintendo. Прошло много лет, и 14 июня в 2015 году в интернет-сервисе Virtual Console приставки Nintendo Wii U была официально выпущена Earthbound Beginnings как для США, так и для Европы. Друзья, мы с вами возьмем только японскую версию, поскольку там доступен глич, позволяющий пропустить огромное расстояние практически чуть ли не всей игры в целом, а данный спидран нам предоставит американский раннер Цукуби. Давайте непосредственно начнем наш разбор. Наименование героев используется только одним иероглифом. Это не только для того, чтобы быстро пропустить диалоги и тексты, но и чуть более чем полностью влиять на рандом во время действия глича, о котором мы поговорим. Как ни странно, но имя героя действительно имеет какой-то вес. Если что, протагониста зовут Нинтен. Неожиданно, но на главного героя нападает его лампа. Представьте, вы ничего не подозреваете, и вдруг вас атакует собственная лампочка. Ща я тебя трахну. Во время битвы раннер выбирает вариант авто. Можно заметить, как появилась одноименная табличка. Скажем так, это опция для самых ленивых, однако гораздо быстрее, чем выбирать атаку несколько раз, плюс ничего волшебного, кроме махача, Nintendo пока что еще не может. Так что Цукуби обменивается пощечинами как с лампой, так и с куклой, и битва заканчивается с подъемом уровня до 2 единиц. После победы над, как оказалось, полтергейстом, Nintendo спускается на первый этаж, но мамка переграждает дверь на выход, типа: вот сначала у отца выпроси долгожданные алименты, которые он давно обещал, а потом гулянки устраивать будешь. По той стороне провода на связи отец Нинтена. Говорит о полтергейсте в доме, как он об этом узнал, о пси-силе, появившейся у сына, о приключении на одно место, все о чем угодно, но только не об алиментах. Зубы заговаривает. В общем, мама его отпускает, и дальше наблюдаем следующее. Раннер идет четко по определенному, тщательному и продуманному маршруту по карте, особенно в областях, где можно нарваться на драку. Таким образом, Цукуби специально не спотыкается на местную гопоту. По дороге заходит в локальный магазин и из банкомата снимает 40 гривен. На 4-м этаже покупает одну буханку белого. Это нужно для осуществления главного нашего глича, так что дальше будет интересно. На 1-м этаже с помощью телефонного аппарата звонит отцу, и тот все же начисляет ему алименты, но это не самое главное. Важно то, что батя дает ему возможность сохранить прогресс, а раннер перезапускает игру и загружает с того же места. Данный мув объясняется тем, что буферинг рандома сбрасывается до значения по умолчанию, в целях не нарваться на хулиганов по пути. Папа все-таки переживает. По сюжету Nintendo направляется в сторону местного кладбища, чтобы найти пропавшую девочку. Что она там вообще забыла? Помимо осторожного перемещения по красным зонам, раннер пользуется манипуляцией RNG. Что это из себя представляет? В общем, это дополнительная
фишка, чтобы уворачиваться от столкновений с супостатами, ибо простая прогулка по правильным углам, даже после ресета игры, зачастую не всегда работает так, как хочется. Поэтому, когда раннер делает каждое передвижение на территории красной зоны, рандом на ней тоже меняет свою позицию. И лишь на правильных шагах он открывает меню кнопкой A и закрывает, сдерживая уже клавишей B. Таким образом, ARNG тоже меняет позиции. Предположим, что вы находитесь вот здесь, и перед вами место, где, вероятно, случится столкновение с противником. Перед тем, как сделать шаг, открывайте меню через A и закрывайте через B. Данная опасная точка уже может находиться либо далеко от вас, либо где-то справа, либо слева, либо в нескольких местах одновременно. Однако вы просто убираете с себя препятствия, что в целом гораздо больше сейвит вам время. Такой мув раннер будет делать чуть ли не на каждой красной зоне, где она есть. Нинтен прибывает на кладбище и заходит в подземелье. В следующую комнату открывает гроб сдалека, и оттуда выходит та самая пропавшая девочка по имени Пеппи. Уже жутко от мысли, как она там оказалась. Выходя из кладбища, по дороге раннер в инвентаре отдает Пеппи буханку белого, а через нее использует данный хлеб, из-за чего получается хлебный мякиш. Итак, первый шаг к исполнению глича уже готов. Нинтен относит ее к мэру, и глава города вознаграждает его уже своими алиментами. О, срубил лавы. Герой вновь возвращается в магазик и на эти халявные деньги покупает себе целых 3 хлеба. Одно, видимо, ему было мало. С жиру бесится. Шучу, буханки пригодятся ему опять же для глича и не только. Теперь раннер возвращается обратно, но уже в сторону дома. По дороге он подходит к дому той самой девочки. Цукиби начинает с ней короткий базар, а в знак помощи она отдает ему предмет, именуемый как значок или бейджик Франклина. О, пельмешки готовы. Раннеру она пригодится. Очень лютая и имбовая штука. Как она работает, объясню очень скоро. Итак, а теперь бегун исполняет трюк под названием Bread Crumb Glitch. Про первую часть исполнения данного бага я вам уже говорил, когда Нинтен передал Пеппи хлеб, а та его на мякиш пустила. Так вот, помимо того самого бейджика, она дала ему еще тот самый мякиш. Раннер открывает инвентарь и использует его. В итоге игра не понимает, что происходит, и телепортирует игрока вне поля карты, в некое серое измерение. Получается у нас Out of Bounds. Объясняю по порядку. Дело в том, что хлеб и хлебный мякиш используются по интересному назначению. Когда буханкой пользуется один из членов группы, включая Нинтена, то там, где он находится, оставляются крошки, тем самым прикрепляется набор координат каждому игроку. Если персонаж использует мякиш, то он телепортируется к тому месту, где рассыпал хлеб. Однако, так как Пеппи, которая недавно была в команде, но уже не в ней, отдала Нинтену мякиш, а тот пользуется ее же предметом, что приводит игру в состояние недопонимания и сбоя, позволяя главному герою ходить в любом месте карты. Здесь раннер тоже идет по заранее заданному маршруту, иначе если он свернет куда-то не туда, то произойдет софтлок, а сам же застрянет. Выходя из зоны, где находятся дома, просто происходит чисто походка в южную сторону. Как только он достигнет очередного места с дорожками и домишками, от угла конца объектов он проходит 11 участков травы, а затем перед 12-м по диагонали влево-вниз к 3-й и потом в инвентаре из хлеба делает мякиш и использует его. Как оказалось, Нинтен попал на локацию под названием Magicon, где он встречает сознание королевы Мэри, правившая этим местом. Кстати, она является прабабушкой главного героя. После короткого текста сама локация исчезает, а Нинтен уже оказывается перед входом к финальному боссу. Однако раннер сначала использует буханку хлеба, рассыпая крошки, чтобы сюда вернуться. Перед последним главарем он сразу же сталкивается со старменами. Цукиби позволяет первому добить его, дабы сохраниться, перезапустить игру и с помощью мякиша вернуться обратно. Делается это для фикса RNG так, чтобы можно было манипулировать появлением старменов. Почему именно эта банда железных гопников нам так необходима? Суть в том, что раннер может манипулировать их атаками, дабы они использовали способность PK Beam, то есть PK луч, но с рангом гамма. Гамма луч за один удар отправляет противника в нокаут. Но как Нинтен этому противостоит? А теперь вспоминаем о том, что Пеппи дала ему бейджик Франклина. Этот предмет способен отразить данную атаку. Таким образом, главный герой попросту пассивно зеркалит вражескую обилку, что позволяет уничтожить их моментально и получить достаточно нехилое количество экспириенса и левела. Меткий у тебя глаз, Сас. Да только и мой не хуже.
Такую же фишку он проделывает со второй, третьей и четвертой группами старменов, доводя свой уровень до 18. Самый быстрый level up. После выбрасывает с инвентаря бейджик, сталкивается уже с другим видом врагов и получает от них волшебный шапалах. Возродившись на прежнем месте, перед финальным боссом в банкомате магазина с карточки, на котором больше 6к зеленых, снимает только 2 косаря с папиных алиментов, а на втором этаже скупает на них 6 штук Life Up Крима. Вернувшись с помощью хлебного мякиша, раннер заходит в следующую локацию и наступает битва с Гигом. Или легче сказать Гигасом. Перед тем, как получить от него порцию свежезаваренного леща, Цукуби использует способность Пси-щит Альфа, позволяющую огрести лишь только половину от него. В противном случае в большинстве от первой атаки огребет по полной. Затем пользуется Пси-обилкой Quick Up. Зачем это нужно? У Нинтена и Гигаса на старте равное количество скорости. Если он не воспользуется данной способностью, то вероятность 50 на 50 ход может оказаться за боссом, что повышает у раннера шансы поражения. Поэтому он прибавляет Нинтену немного скорости. На третьем ходу хавает Life Up Cream, чтобы пополнить запасы хп. Как можно заметить, ход оказался за игроком. Начиная уже с четвертого хода, заканчивая на седьмом, раннер использует защиту, пока Гигас болтает о том, как он благодарен родне Нинтендо за то, что его кормили, поили и памперсы меняли. А на восьмом опять пополняет здоровье тем же предметом. А на девятом появляется опция петь. И так пение продолжается 11 раз, попутно рискуя на 16 и на 19 ходах и хавая Life Up Cream, дабы закончить данный вокал. Нинтен одерживает победу, а Гигас улетает восвояси. Как только надпись «Продолжение следует» полностью покажется с многоточием, то ран заканчивается по времени 28 минут и 25 секунд. А теперь, как я обещал, долгожданный мини-мюзикл по Earthbound. Приятного просмотра и прослушивания. Песню ты споешь, смысл свой поймешь, добрых тех слов, когда подрастешь. Вознеси же голос наш, чей будет петь сей хор той песни о любви, о любви. Песню ты споешь, смысл свой поймешь, добрых тех слов, когда подрастешь. Вознеси же голос наш, чей будет петь сей хор той песни о любви, о любви. Песню ты споешь, смысл свой поймешь, добрых тех слов, когда подрастешь. Вознеси же голос наш, чей будет петь сей хор той песни о любви, о любви. Песню ты споешь, смысл свой поймешь, добрых тех слов, когда подрастешь. Вознеси же голос наш, чей будет петь сей хор той песни о любви, о любви. Как я мог быть повержен песней вроде этой? Я когда-нибудь... Нинтен, мы еще встретимся.